потолок сначала. Вот это место, сразу рыбы, блин. Так, вот ее надо, давай повернем. Полы вклеивать так, чтобы у тебя лунки были вот здесь. Вот печку здесь ставим здесь. Ага. И выход выводим сюда. А ночевать как? Целая система, да, в общем, как правильно расположить? Вот. Один ставит кровать вот здесь. Вот. Ага. И у него вот эта лунка вот под рукой. Друзья, всем привет! Ну что, очередная рыбалка в Якутии. Мы сейчас сменили место, ставим палатку. Вот я как бы разобрал ее, но еще сейчас полы буду ставить, потом буду кровати стелить и так далее. В общем, парни там поехали жерлицы собирать дальние, здесь буду выставлять. Вот, место вот это вообще шикарное. Вот, сейчас быстро затоплю печку, поставлю воду греться, чтобы что-нибудь приготовить, пообедать, уже кушать охота. И будем рыбачить. Уху, погнали! Вот Слава тоже палатку свою расстилает. Он выбрал место на мели для ловли сига. Там где-то глубина 1,5 метра. И плотву будут ночью тоже ловить. Ну а мы решили занять русло для того, чтобы ловить здесь налима на стук. Посмотрим. Щуками и налимами прижали палатку, чтобы она не улетела. А вообще, когда нет колышков, ну или этих вертышей, то берется в лунку, вставляется вот деревяшечка. Снегом припорошил, сейчас она морозом схватится, и за нее можно будет вязаться, и уже никуда это не улетит. Слав, у тебя жерлица горит там. Видел? Ну что, начинаем разжигать, приготовить обед. Березовый наберу сейчас для растопки. Сегодня ожидается сильный ветер северный, и вот мы основательно так фиксируем палатку, санями прижали. Слав, есть сжигалка? Дай, пожалуйста. Юкула моя потихоньку подсыхает. Скоро кушать можно будет. Красота. Как лед у нас всего лишь сантиметров 7. Чтобы нам не провалиться, мы сейчас подложим под эту дощечку такие вот чурочки. Так. Сюда. Нормально. Чуть меньше. Все. Чтобы там воздух циркулировал и уже жар сильно не давать. Так, в общем, все, мы сейчас запарили лапшички, покушаем. Володя уже рядом с палатками, он окуней ловит, говорит, клев вообще отличный. Вот, так что я, наверное, за жерлицами сейчас схожу, может быть, снегоход взять
И вот в эту сторону вдоль скалы поставить. Здесь яма довольно глубокая. Мы на 6 метрах стали, а вот там, наверное, все 8 есть. У Славы посмотрим, что он там как расположился. Вот у нас нигири, а у них вот Pollard Bird. Тоже, видите, колышки приготовили, чтобы будет ветер с этой стороны. Вот, нормально. А у тебя здесь вход? Заходи. Слав. Вот тут уже культур-мультур. А, ты уже прям рыбачишь? Да, сейчас прямо начну здесь рыбачить. Сига? Сига искать, не знаю, получится найти, не получится. Щуки были. Щуки были? Заходи, на. Вот на это? На это были тоже, на то были. Обалдеть. Вот это, я понимаю, рыбалка. Ну, вы тоже так будете вечером, я думаю. Да? На такую же? Ну, в смысле, можно и на такую, да. Вот, друзья, якутская оснастка для ловли живца. Капец просто. Ну, поводок это вообще что-то с чем-то тут. Трос. Вот катушка мне нравится у тебя. Ее раз нажал, и она дрррк. Катушка Нельма. Вообще просто. Окунёк стандартный, 600 граммовый. 500. Так, ну а мы идем обедать. И пора. На вечерний клев. А ночью нас ждет на стук. Налима попробуем поймать. И ловля плотвы на безмотылку. Мы уже здесь расположились. У нас немножко здесь мокро, грязно, но это все преждевременно пока что. Слава кушает. Блин, китайцы, сколько они туда нахреначили этого? Так ты зачем весь-то пакет? Надо Я было... не весь, я половину. А, половину, да? И то у меня уши горят. Доширачик я всегда ассоциирую со службой, как в караулы ходили, за парем. Запах стоит на всю караулку. Если бы не переезд, мы бы его не стали заваривать. Ну да, просто времени мало. Вот, сейчас очень много времени потратили на то, чтобы заново это все, во-первых, собрать, потом вот это все разобрать. Вот. Но даже это вкусно и сытно. А вечером что-нибудь придумаем другое. Вот Володя тут ловит. Это что это у тебя тут? Ну-ка. Дай-ка я посмотрю. Вот это инновация. Турбо блесна. И клюет лучше, да? Клюет только сам. Смотрите, какие лапти. Вот это, наверное, под кило. Ну, кила нет, наверное, 900, наверное, вот это. Его, наверное, будет. Около. Будет? Около того. Блин, я весы не могу найти где-то. Где-то тоже зарыто, надо будет попробовать. После расположения и вкусного перекуса начинаю вечернюю рыбалку. Сейчас я иду переставлять жерлицы. Вот обратите внимание, вон там, видите, там уже тень началась. Там стоят жерлицы, и там как-то неуютно совсем. А здесь еще солнце будет продолжительное время. И вот я хочу в ту сторону поставить жерлицы. Вот смотрите, каких коней ловят Агат собственной персоной. На джиг. На джиг, да? И что, заглатывать резину или затронить? Заглатывай, это первый затройник. Ребят, смотрите, просто кони. Просто кони. По 700, наверное, ты по 800. Под 800, наверное, ну. Хороший окунь. Живца поймать тяжело. Поэтому я сейчас то, что сниму с жерлицы, если там нормальные живцы, ну, нормального размере. Я вот взял ведро, туда поставлю, чтобы они не замерзли. И перенесу их туда. Здесь под скалой и налим может быть, и щука намного крупнее. Окунь вообще, там как-то не было таких. Здесь прям хороший окунь. Так, вот я начал собирать жерлицы. И вот здесь полная размотка. Представляете? Сейчас мы проверим. Вообще все размотало. Выплюнула, скорее всего. Оп. Нет, есть. Есть. Идет как налим. Пока, видать, не поймет, с кем имеет дело.
Так, заходила. О, не понял я, что это там. Не пойму. Щука. Щука. Так. Вот она. Вот она. Фух. Аккуратно втыкаю, чтобы не повредить жабры. Я тебя отпущу. Ой, как гнет. Гнет как. Загибает. Почти освободилась ведь. Ох. О, это кайф. Это просто кайф. Ребята, а? Наверное, под 3,5. Ну давай. Иди, подрастай еще. Никогда не верил, что буду так отпускать таких рыбин. Друзья, вообще рыбалка сложна, потому что требует оснащения довольно-таки неплохого. Вот видите, я полотенце с собой, багорик с собой, потому что рыбы клюют крупные, и вот у меня единственное, это щипчики я потерял. А так, в принципе, без потерь, но все продумано, все прям продумано. Вот полностью размотка, отрегулировал хорошо жерлицу и без всяких перехлестов, отлично. Но все равно сматываюсь. И будем там выставляться. Там солнышко, хорошо. Вот я собрал последнюю жерлицу. Такие вот живцы. Ну хотя бы они живые. 3 штуки удалось спасти. Я их там поставлю сейчас. Здесь реально прям холоднее. Тенек. А там, смотрю, солнышко, парням там хорошо. Ловят окуней гигантских. Вот и я сейчас пойду там поставлю. С самого начала, где ставили жерлицы, вот там попали щуки на 5. Потом тишина. Какие-то единичные, но в основном там полторашки. И то же самое здесь. Мы со Славой пришли. Сразу же влупили где-то по 4,5 килограмма каждый. И все. Дальше какие-то единичные экземпляры. Такие вот кони. Я вот вам как раз и рассказывал, почему я отпускаю рыбу. Представляете, если ее всю брать, просто не утащишь. И если оживем мы, будем жить неделю. Так можно наловить несколько тонн. И куда ее, скажите мне, мы просто не вывезем на снегоходах. У нас же как бы все вещи. И мы... Все, сейчас перемещаюсь. Вот оно, солнышко. Да, тут намного лучше. Не зря мы перебрались. О, прям приятнее намного. Ох, я пру рыбу. Фух, капец. Лучше бы отпускал. Мне кажется, здесь крупнее окунь. Здесь намного крупнее, смотри. Офигеть. На джигу, да? На джигу, ну, блин, надо тоже. Они же отсортировываются сами. Вот ну. такие вот попадаются, мелочь отваливается. Так, а как играть? Вот я встал, короче, вот дно там. Ну. И вот потихоньку вот так. А, вот так вот. Офигеть, лапти. И вот потихоньку, смотри, вот так опускает до дна. Ага. Раз там, сделал. Ох, пец. Ну что, друзья, вот я раскидал жерлицы, ну, первые, на которых есть вот эти крупные живцы. А дальше пойду буду искать, наверное, сначала балансиром помельче окуня. Вот. Ну а когда будут все заряжены, можно будет поймать еще парочку в запас и ловить уже на крупный ратлин. Поехали!
такие живцы у меня пока что есть. Ну ничего, сейчас хоть что-то поставлю, чтобы стояла. Если крупная щука, она и такого заглотит. И будем сейчас пытаться поймать поменьше что-нибудь. На балансир я обратил внимание, что здесь хорошо ловится мелочь. И чаще вообще клюет и засекается рыба. Но если размер увеличить, то лучше ратлин ставить. Ну а если захотел просто прям килограммовых ловить, то ставить надо джигу. День заканчивается, солнышко потихоньку садится. Но я думаю, часок еще можно порыбачить. Мне-то осталось чуть-чуть жерлиц поставить, 3 штучки. И будет хорошо. Эти стоят от палатки недалеко. Мы стоим на глубине. Это очень хорошо. Так. С балансира начнем. Да, тут глубина. Прям опускаю. Вот все, наконец-то. Прям на русле. У меня тут сразу поклевка произошла. Но сейчас размотки нет. Я, может, живец утащил. Попробуем подсечь. Опа, обрыв. Нифига себе. Вот это да, вот это номер. Что-то там такое сильное было. Капец, блин. Пришел на яму. Как так-то? Пятак, что ли, здесь? Опа, есть удар. Есть удар, но это явно не живец. Явно не живец. А что, помельче нет там? Давай помельче. Позови своих правнучков. Блин, фига себе. Нифига себе, выбил из рук. Что такое? Щука. Щука сошла. Фух. Из рук выбила, блин. Есть щука тут. Кое-как поймал удочку-то. Ну небольшая такая, полторашечка. Опа, есть. Это, наверное, окунь уже. О, окунек как бьет прям в рыбу. Активный. Ну вот нашел, наконец-то. Вообще не клевало. Мне-то живец нужен, блин. Опа, удар. Так, ну вот здесь я нашел, ставим. Есть. Ух ты, блин. Ух ты, блин. О! Фу, вот этот конь. Такого можно взять. Вот конь. Фух. То вообще не было поклевок. Сразу засел. Вот это. Смотри, какой активный окунек. Очень активный. Посмотрим, что у нас тут. Какая глубина. Поглубже чуть-чуть. Опа, есть. Есть. Опять конь. Опять конь. Где же живца найти, а?
ударил. Это, друг, ты ударил. Жесть какая-то. Я вот из рук вывел, а? Вот стандарт здесь, ребят. Стандарт. Ударил так вдарил. От души прям. Опа! Вот это да! Вот это да! О! Вот он, килушник, наконец-то! Наконец-то окунь килограммовый. Ребят, это вообще просто балансир туда ушел. Фух, вот он. Кило. Смело прям. Просто балансир. В шахту. Но вот его надо будет замерить. Класс. Ух. Окунечек-то, а? Здесь под скалой. Опа, еще один. Помельче. Под скалой здесь. Опа, просто на опускание. Просто на опускание вот такие кони. Блин, как забирает-то, а? Хорошо прям. Вот я опуститься не даю, вот так вот плавненько опускаю, и он берет. Опа, сразу же, и далее. Вот это вот, вот что творится, а? Что творится? Это капец какой-то. Не зря я помельче отпускал. Вознаграждение. Фух. Ну вот этот конь вообще. Блин, а столько лунок прошел, нифига, тишина. Здесь прям вообще на опускание. Опа, вот это, блин, не хочет подниматься даже. О! Фух. Так, ну что это, таких отпускать будем? Полкило нет, до свидания. Что-то сразу сел. Фига себе. Это что такое вообще? Это что такое вообще? Просто. Я не успеваю удочку даже взять. Все, норм. Опа, опа. О, офигеть. Это вообще, это просто кони. Кони какие-то. Флажок загорелся на дальней жерлице. Ё-моё. Идти неохота. Такой клев бывает раз в жизни. Опа. Есть. О, какой. Вообще. Блин, там катушка крутится вовсю. Щука сидит, наверное. Гигантская. Быстро сбегать, что ли? Туда. Тихо. Сход. Чуть удочку не забрал. Опа, есть. Ох. Фу-фу-фу. Так, ладно, пойду жерлицу проверю. Наверное, отпущу вот этих вот мелких 600-граммовых. Тащить неохота. А вот этих вот кило оставлю. Что осталось? Сразу взять. Следы соболя.
соболь пробегал. По идее, живец весь дохлый был. Не должен сбить. Но все возможно. Да, живец. Короче, искал, где-то такие одиночные тычки были. А тут прям хоп-хоп, блин, вообще такие кони. О, я думаю, буду всю жизнь вспоминать эту рыбалку. Это что-то с чем-то. Сейчас вот взял ратлин, проверил ту жерлицу, это живец бил. Вот. Сейчас попробую на ратлин в этом месте. Щука. Это что-то, это не рыбалка, а сказка просто какая-то. Так, ты не откусишь мне палец, надеюсь. Ух, кайф, это Якутия. Фух. Вообще, друзья, это надо просто здесь побывать и прочувствовать, иначе это не передать даже через видео. Я ни минуты не пожалел, проведенной здесь, в Якутии. Ни минуты, все просто круто. И это только начало. Все только начинается. Оп-оп-оп. Смотри, еще одна что ли? Сколько там щук? Офигеть! Просто с одной лунки. Капец просто. Просто капец какой-то. Блин. Все, мы поняли. Мы все поняли. Ты что ты? Давай. Ты что-то все мимо. Опа, все. На балансир окуни и сход щуки. Думаю, поставлю ратлин. 2 щуки подряд. Опа. И тут же окуни, блин. Они там все вместе стоят. Походу. Ой, видали какой? Какой красавчик. Фух. О. Опа, есть. Чё там опять? Куняра. Небольшой. Под вечер обычно активность хищника должна спадать. Я вот сейчас жду немножко, чтобы стемнело. Может быть, перестанет клевать вот такие особи и переключиться на балансир, уже ловить мелочевку. Но пока не получается. Так, все, иду на мель ловить живца. Хватит этих монстров. Опа, есть. Что-то опять конь. Опять конь. Фу. И вот кабанчики клюют. Опа.
Ударище просто. Есть. Вот уже помельче пошел. Давай. Это еще мельче. Живца такого не поставить. Не, ну можно прикольнуться. Он будет это жерлицу сбивать. Ну вот. Еще бы чуть-чуть уменьшиться, и было бы хорошо. Вот, отлично. Все, пошла мелочь, походу. Отгрыз хвост. Сбивать не должен. Аж зубы свело от холода. О, какой резкий. Как пуля дерзкий. Оборвала здесь щука, видимо. Все. О, нифига себе. Нифига себе. Обалдеть. Это не окунь. Это щука-монстр. Так. Блин, багорика нет. Это. Ну ладно, рискнем. Да что ты, обрыв. Вернее, выдрал с этой пасти. Ай, блин, хорошо тащила. Блин, она прям вот здесь стоит кучей. Щука. Ну мелкая. Крупный бы заглотил нормально. Зацепилась бы. Вот это да. Только поставил. Думал, окунь сбил. Смотрю, мотает. Раз, два, три, четыре. Пытаюсь поймать живца. Вот такие живцы тут клюют, блин. Не дают опустить. И спать не хотят. Я думал, они, блин, спать сейчас лягут. Ребят, ну капец какой-то. Стараюсь живца поймать, а вот такие клюют и клюют. О. Ну, блин, большеватый. Большеватый, но уже мельче. Возможно, ночью мы попробуем половить налима. Там же мы попробуем поймать сорогу на безмотылочку. Ночью прикормим ее. Вот. Так что вот такая вот вечерочка классная получилась. Щуки, окуни вообще. Класс. Ставьте лайк. Слава там рубит дрова на вечер. Я вот так вот сдвинул кровати наши. Вот. А для чего? Все очень просто. Чтобы ловить здесь, сначала половим сорогу, а потом переключимся на налима. Сейчас я прикормки замучу. Немножко. Вот я чуть намешал. И мы сейчас закормим. На дно упадет. И Славе накормим. Налим тоже сюда придет. Не на запах, так к рыбе. Так, друзья, ну что, вечер. Сейчас попробуем со Славой половить налима и половить живца. Вот мы сделали лунки. Значит, нарубили колбаски с сыром. Вот, правда, он получил травму. Сейчас увидите, как это было. Вообще, ножи обалденно острые. Короче, Слава проверил якутский нож, когда резал сыр. Ну, что-то маленько палец поставил не так, и все. Хватит такого или все-таки лучше этого, сплошного? Давай сверху еще. Сейчас я вот так. Вон кровь остановить.
Якутский нож какой крепкий. Якутский бог. Блин. Ё-моё, она скользит. Хороший нож. Как же так промазал? Да этот кусок так положил, короче. И пилить начал, что-то, ну как, не смотрел. А, Катя постаралась. Боль в горле, в животе, диарея. Она у тебя что, врач? Да. Порезал? Так, это что, надо клеем сверху? Да, сейчас клеим прям. Скрыть. Вот такой нож. Классная рыбалка. Вот, в общем, сейчас мы закормили, будем ловить плотву, потому что мне надо поставить жерлицы, живца наловить, вот, чтобы налим клевал ночью. Вот. Ну и будем перекусывать потихоньку, болтать. Вот, поболтать с лучшим другом — это самое крутое. Перемещение палаток в природе. Ну вот так вот кубой может от берега? Вряд ли. Нет, если у него бы был нормальный вот такой пол. А что вы здесь, на мель хотите? Или что? Да нет, там тонем. А, тоните. Тонем, продавливается, знаете, какой. Втроем сидели, все вот так провалилось. Вот, а ты говоришь, мне еще прийти вакцины попробовать. Не, Володя сказал, к вам пойдет сейчас вакцина. Там у нас поглубже. Бери. Короче, ребята чуть не утонули. Сидели троем. Лед тонкий. Мягким, да, стал? Смотри, сколько воды стало. Вот это вот сейчас. А если мы тут переночевали бы, тут вообще. А ты думаешь, там лучше будет? Только я резать буду своим. Я к тому еще не привык. К моему-то? Не, к якутскому ножу не привык. Вот, надо привычку иметь. Вот. Я без привычки решил. А ты сразу с дуру-то. Тут у меня все джарджавели, у меня же они в воде были же. Так. Ну, Что будешь трясти ее сидеть? потрясу. Да ты что? Что, серьезно, что ли? Сидим тут. Не умеете? Нифига себе. Серьезно? Умеет. Агат рулит. Да, он король без мотылки. Только Какой мотыл? Это мотылка? король мотылки. Парышем, да? С опарышем, ага. Что, хорошая плотва? Ну, как видишь. Да это может окунь. Какой окунь? Нифига себе, на живца ставим. Ребята, ну Агат рулит. Не только Агат рулит. не зря палец резал. Сурок неудачно да, порезал. Ну покажи какая. Вот. Во весь экран. Ну на живца Грамм 200 такая. такую не поставишь. На парыша, да? На парыша, да? Класс, продолжаем. Потом на налима перейдем. Это я еще ничего не делал. Только закинул. Страшно представить, когда ты что-то начнешь делать, что начнется. Да, школа алтайских рыболовов рулит. Ну, ё-моё. Ну, прости, рыба клюет. Плотва это Вот опять у меня поклевка плотвы. очнулась, хищник спать ушел. Вот он пошел. Ё-моё. Есть. Ну такая, чуть-чуть помельче. Ну на живца точно. Ну куда, какой живец-то? Что смеяться? Живца. Прикинь, поставишь такую сорогу и клюнет на нее сорога. Слушай, я не удивлюсь. Здесь я уже ничему не удивлюсь. Я сейчас вам расскажу историю. Это вообще трэш будет. Короче, я поставил окуня, а он как крупноватый был, я ему хвост откусил зубами. Ну, думаю, крупный сильно, чтобы не уплывал. Ну и все, короче, это. Раз поймал помельче, думаю, заменю. Куда такой здоровый-то? Меняю того окуня, отпускаю его. Проходит час, короче. Подхожу к лунке, ставлю этот белый балансир. Делаю проводку, у меня бах, поклевка. Вываживаю. Сука, этот окунь бесхвостый нахуй. Клюнул? Да. И Нифига. с дыркой я все это заснял на видео. Обалдеть. Да ну, сказки, блин. У меня все заснято нахуй. Капец. Сказки мои все. Давай. Вот. Ага. Есть, да?
Живец. Ого, Живец. О, Да ладно. Палатки, короче. вообще. Мы там сидим уже Наярил со сразу. Славой. На 6 метрах. Я сразу знал, что оно на 6 метрах будет. Володь, у вас Сорога- не так там клюет? Вообще никак. Сорога Не, ну было конская. у Славы поклевка, у меня поклевка. Сорога реально конская. Да? Да. Ну, сейчас мы Грамм покажем по 200, по 300 якутскую сорогу. Сорожечку. таких. Да, это на живца. Которую мы на живца поставим. Ну если пополам Мы его не разрезать. берем, потому что в Якутии считается это даже хуже, чем окунь. Даже хуже, чем окунь. Даже собаки, говорит, ее не жрут. Ну, мы просто как хотели живцов наловить, но тут реально такие живцы ловятся, что капец. Вон, смотрите. Нормально. Обалдеть. Ой, ё-моё. Офигеть. Вот это Мормышка, да? сорожина. Мормышка рулит. Мормышка, кругленький шарик. Просто кругленький шарик. Все. Ну и опарыш. Желтый. Да. И опарыш. Красота. Так неинтересно с вами. Короче, поставил безмотылку, а она на стоячку на Да, безмотылку. конечно, если она тут стоит, она будет клевать. Блин, вообще. Офигеть. Сорога с этого, с леща. Так, надо нам перевозить палатку, походу. Да, Нифига Нам себе. на 6 метров надо так же. Я Настоящую я сразу безмотылку. сказал, что если сорогу ловить, на 6 метров надо вставать. Офигеть. Ну какой это живец, блин. Это Не, хороший живец. На Да? хорошую рыбу. Только ему надо, чтобы ты отпустил ее? Отпускаем? А кого ими делать-то? Если собаки их не едят. Ребята, вот на такую бы, а, у нас половить. Если бы я такой у себя наловил на сороге, у себя бы, да? Да я бы, блин, ехал бы счастливый такой вообще. А сейчас, ну, просто какая-то ловится тут, типа Не, ерша. для разнообразия прикольно, кстати, Конечно, половить. прикольно, сорогу. когда тянешь ее. Она прям сопротивляется на тонкую леску, вообще кайф. Что, Агат продолжает косить живцовых сорок. Живец. Да может хвост хоть откусывать, ставить на жерлице. Нали, может, Да ну, капнуть. там ему не то, что хвост, ему надо голову отрезать. Нет, хвост отрезать, Просто чисто ты- хвост нас Сейчас просто я тебе покажу, что там за рыба. О, видал, как метается? Ой-ой-ой. Леска, Офигеть. леска звенит. Какой там живец? Это что-то сильно живец жесткий. Нифига. Просто Живец. лещара как будто. Чешуя. Офигеть просто. Есть. Это плотвень. Блин, мне бы такую в своем регионе половить. У нас, конечно, была такая в свое время, но сейчас тралами все вытралили. Ничего не осталось. Такой рыбы уже нету. Ну, она есть, но поймать ее нереально. На 12-ю леску, как прекрасно такую рыбку половить. Селедка, реально селедка. Надо помельче ловить-то нам. Так вот, что-то помельче-то не клюет. Я ж мормышку-то небольшую поставил, как бы все тут по фэншую. Короче, ребят, поплыли мы полностью здесь. Вся палатка начинает тонуть. Лед тут такой. Поэтому сейчас будем перемещаться. И лунки не будем бурить на новом месте. Потому что это опасно ночевать. Но очень здорового размера. И аналим не клюет. Поэтому сейчас перейдем. Вот, ребят, видали, поплыли. Поплыли мы. Поплыли. Так, ну чё, как? Куда двигаем? Ага, он тяжелый, капец. Вон, смотрите, ребят, чуть нахер не утонули, блин. Офигеть. Иху! Вот это да. Три, два, раз. Тяжело. Переехали, в общем, мы на песок. Вот он песок. То есть мы прям стоим на берегу. Здесь промерзший лед прям до дна. Парни все равно решили остаться там на 6 метрах. Перетащили сейчас опять палатку. Но
Что-то мы решили не рисковать. И вообще затея была, конечно, интересная. На 6 сантиметрах льда бурить лунки, еще печку врубать. В общем, сейчас мы все готовим к ночлегу. Никакой рыбалки. Будем только отдыхать здесь. Рыбачить днем надо. Надо трубу как-то поправить. Увольнение в запас. Такой стишок мы учили.